3/4 своего пути автомобиль ехал со скоростью 60 км в час. Остальную часть ехал со скоростью 80 км в час. Найти среднюю скорость. Что задача известна? Задача известна о том, что 3/4 пути он ехал со скоростью 60 км в час. Напишем это V1 скоростью 60 км в час. Это он ехал 3/4 пути. Остальную часть он ехал со скоростью 80 км в час. Задача спрашивается, какая будет средняя скорость. Нарисуем картину, которая сопровождает эту задачу. Весь путь мы не знаем какой, но обозначим его, как всегда, S. Приблизительно так. 3/4 пути, вот это первая часть, вот это 3/4 пути автомобиль ехал со скоростью 60 км в час. Остальную часть, понятно, припадает 1/4 пути. Он ехал со скоростью 80 км в час. Нужно найти среднюю скорость. По определению средняя скорость, мы уже знаем о том, что средняя скорость всегда равна весь путь, деленный на все время. Все время будет составлять из двух частей. Здесь будет одно время и второе время, значит сумма двух этих времен даст нам это время. То есть t, если он проехал 3/4 пути за время t1 и проехал оставшуюся часть 1/4 пути за время t2, надо их определить. Вот этих 3/4 пути s, вот это будет равна t1 умножить на v1. Или v1, как всегда пишем, умножить на t1. А 1/4 пути будет равна v2 умножить на t2. Отсюда время можно найти. t1 это 2. Запишем. t1 будет равно вот это значение делить на v1. То есть 3/4 делим на v1. Это 2, естественно. 1/4 s делить на v2. Сумма, понятно, будет t1 плюс t2. Значит, t равна у нас получается t1 плюс t2. Запишем его значение и подставим те значения, которые здесь есть. Посмотрим, чему у нас будет равно просто t в этом выражении. t равно t1 плюс t2. t1 это у нас 3/4 s делить на v1. Запишем. 3/4 s делить на v1. И t2, естественно, плюс 1/4 s делить на v2. Можно как-то упростить это выражение. Давайте первое, что сделаем, вынесем за скобки s, деленное на 4 с каждых этих слагаемых. То есть s, деленное на 4, выносим за скобки. В скобках мы получаем, что у нас остается? 3, деленное на v1, плюс единица, деленная на v2. Продолжим дальше. Сложим этих два слагаемых. То есть нужно привести к общему знаменателю. Общий знаменатель, понятно, v1 на v2. Сюда идет множитель v2, сюда идет множитель v1. Получаем s, деленное на 4. В скобках общий знаменатель у нас v1 умножить на v2. Будет 3v2 плюс v1. Получили значение времени, определенное, что у нас? У нас только здесь s неизвестное, а все остальное вроде бы как дано. Но вместе с тем v среднее будет s, деленное на t. Давайте запишем сначала вот это определение v среднее, и потом подставим значение s, деленное на t. Равно. S у нас есть, остается в числителе, как есть. t подставляем вниз в знаменатель. Вот это все выражение, это у нас t. Итак, мы получаем s делить на 4, внизу знаменатель, и дробь скобочки 3v2 плюс v1 делить на v1, что множится на v2. Что теперь у нас получилось? Давайте перенесем знаменатель нижней дроби вверх в числитель. Пока ничего не будем сокращать. S так и остается. Умножается на 4, то множится на v1, умножится на v2. И деленное на s в скобках 3v2 плюс v1. Что можно сократить? Сразу сократим s. Вот мы получили такое значение. И получаем в конечном итоге такое выражение: 4 умножить на v1 умножить на v2 и делить на 3v2 плюс v1. Давайте подставим сюда все эти значения. Можем так написать: 4 v1 это у нас 60 км в час. 60 км в час. Что множится на v2, на 80 км в час. Делить 3v2 км в час. Давайте километры в час вынесем за скобки сразу. Они же одинаковой размерности у нас. Поэтому километры в час мы можем вынести за скобки. А в скобках будет 3v2. 3v2 это сколько у нас будет? Это у нас будет 240 км в час.
плюс 60. А за скобках у нас будет километры в час. Что можно здесь сделать? Можно 1 км в час сократить. Вот это просто прекрасно. Видите? И мы получаем вот такое значение. 4 на 60 на 80. Километры в час одна размерность у нас останется для того, чтобы получить V средний. И делить 0 можем сократить 1. 60 и 30 сокращаем. Тут что у нас будет? Двоечка. Итого мы получаем равно 4, что множится на 2, что множится на 8 километров в час. И делить на единичку. Единицу можем не писать, а получаем 4 на 2, 8, и на 8 будет 64 километра в час. Используя то, что одну переменную мы поставили и воспользовались тем, что просто она прекрасно сократилась, остались вот эти все значения, почти ничего мы не переводили, получили 64 километра в час.